Народ, здорово! И с вами на связи Александр Гарудов. И сегодня я хочу вам раскрыть одну из тайн плоской Земли. Почему Земля плоская? Люди, когда деградировали очень сильно в Кали-Югу, начали считать, что они живут на сфере или на геоиде вращения. Доказательств нет, но люди просто верят, потому что их учили в детском саду и в школе. Смысл в том, что вакуума не существует. Люди верят, что геоид вращения вращается в пустом вакууме, но почему воздух и его не засосало, не высосало, никто не знает, никто не задает вопросы, люди просто верят, и никто не задает никаких вопросов, люди разучились думать. Смысл плоской Земли в том, что Земля стоит не просто так, а окружена разными стихиями. А Земля – последняя стихия. И вот призма показывает это наглядно. Был даже вопрос такой, почему Землю не перевернет. То есть я показывал картинку, где эфир, и если эфир дует, то он по всей плоскости. Была такая глупая идея, почему Землю не перевернуть. И я хочу ответить на этот вопрос. Смысл в том, что Земля – это стихия, и Земля – последняя стихия. Эфир, воздух, огонь, вода, земля. И они по порядку так выстроены, и эфир на самом верху, он дует вверх во все стороны. И то есть и за счет этого создается гравитация, он нас сверху притягивает вниз. И это реально доказано, то, что гравитация работает в одну сторону, она никогда не работает в бок. А если бы работали законы физики, законы Ньютона, мы бы на гору не так заходили, а под углом. Это рассчитано, то есть если взять массу бетона и поставить формулу Ньютона, получится, что гравитация под углом действует. Она не действует под углом, и, естественно, большая часть физики – это обман, очень много формул, которые вообще никогда не работали и не будут работать. И сейчас я вам хочу показать опыт с призмой, который я провел. И еще попробуйте догадаться, какой опыт или какое видео будет у меня следующее на канале. Попробуйте проявить свои экстрасенсорные способности и пишите комментарий. Все, смотрим опыт с линзой, и я объясню, каким образом гравитация не переворачивает Землю. И вот та самая картинка, пояснение которой я даю. Здесь я показал, как устроена Земля снизу вверх или сверху вниз. То есть самая нижняя стихия – это Земля, выше вода, выше огонь, выше воздух, еще выше эфир. Стихии расположены по порядку. И то есть был вопрос, как гравитация, которая очень сильно наверху находится, не переворачивает диск. То есть ответ такой, то, что все стихии в форме цилиндров, и каждый друг на друге. И чтобы это доказать, ей понадобился опыт с призмой. И сейчас я вам хочу продемонстрировать, как это. То есть все стихии по порядку и друг за другом идут, ни одна стихия другую не переворачивают. И мы видим здесь слоеный пирог такой из разных стихий. Примером такого слоеного пирога в природе является радуга. И почему понадобилась призма? Потому что призма это хорошо показывает стихии как цвета радуги, и расположены они друг под другом. Вот, я призмой преломляю свет, превращаю в радугу. Красный свет – это Земля, фиолетовый свет – это эфир. И по порядку стихии идут, цвета идут как стихии. Призма это показывает, в природе такое явление существует. То есть здесь реально показано строение Земли снизу вверх. Мы самая нижняя стихия, эфир самая верхняя стихия, которая нас придавливает сверху вниз. Вот ответ на тот вопрос, какое же строение Земли, сверху вниз, что такое космос. Космос — это стихии, разные стихии. Земля — последняя стихия, самая твердая, самая грубая. Эфир — самая легкая стихия, самая незаметная. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями и показывайте это тем, кто сомневается и не верит.
Поделитесь этим видео в социальных сетях и расскажите о нем своим друзьям.